Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Напоминаю, те, кто новенький на моем канале, не забудьте подписаться, потому что на канале выходят регулярно очень интересные ролики касательно маникюра и дизайна ногтей. Ну а те, кто старенький на моем канале, не забудьте, конечно же, написать какой-нибудь комментарий и поставить лайк этому ролику. Благодаря вам действительно повышается активность на канале. Я люблю каждого своего зрителя. Спасибо вам огромное за помощь в продвижении канала. У нас же тем временем сегодня на коррекции Марина. Мариночка наша сменила работу. Все помнят Марину, кто на моем канале давно, это блестки с блестками на блестках. Итак, предыстория. Марина у нас сменила работу, начальство у нас на новой работе ругается по поводу яркого дизайна на ногтях. Но, тем не менее, блестки с блестками на блестках Марине не изменяют совершенно, вернее, Марина не изменяет этому тренду. Поэтому теперь моя основная задача как мастера приучить новое начальство моей Марины к дизайнам блестки с блестками на блестках. Поэтому мы будем продолжать делать такие же яркие, сочные, вкусные дизайны, но сменим цветовую гамму на более пастельную, поэтому начальство на нас ругаться не будет. Ну и вообще, в принципе, основная задача мастера подобрать дизайн ногтей для клиента таким образом, чтобы он максимально корректно вписался в обиход нашего клиента. То есть при создании дизайна нам нужно учитывать и реакцию нашего начальства, и вкусовые предпочтения клиента, и какие-то ограничения в цветовой гамме, и очень-очень-очень много всего. Например, для Марины всегда нужно учитывать то, что Марина терпеть ненавидит всякие разные цветочки. Если дизайн будет даже отдаленно похож на какой-то цветочек, Марина мне склюет мозг. Да-да, Мариночка моя любимая птичка, мозгоклюйка. Но на самом деле, если кто-то будет писать по поводу того, как же вы так обижаете своего клиента, это, собственно говоря, уже не клиент, это практически моя родственница, поэтому у нас с ней свои взаимоотношения, и я вполне могу позволить с ней так пошутковать. Интересно, сама Марина отпишется мне в комментариях или нет? Мы же тем временем с вами подняли кутикулу, отодвинули ее. Перед этим мы, конечно же, убрали старый материал, старое цветное покрытие. Вычистили птеригий. В данном случае я решила отрезать кутикулу перед тем, как выкладывала материал, но на самом деле это не самая удачная моя идея. Поскольку я все равно не могу не пилить, и пилить буду везде, всегда и всюду, лучше всего для меня кутикулу отрезать после опила, потому что, как бы там ни было, я все равно немножечко махрю ее пилкой на опиле. Ну, это я сделала заметочку для себя, в следующий раз я так делать не буду, хотя нет, вру, на некоторых клиентах еще буду, вы это увидите, я буду опять же матюкаться, зачем я это сделала, но тем не менее. Мы тем временем переходим к выкладке материала. Сегодня моделирование будем производить при помощи полиматериала, полигеля, акригеля, гель-акрил, комбигель. Как угодно называйте этот материал, от этого не изменяется то, что при помощи одной капельки материала мы можем, в принципе, выстроить полностью архитектуру нашего ноготочка с минимальным опилом, а если вы не любите пилить, то, в принципе, без опила это тоже можно сделать. То есть здесь все зависит только от того, сколько времени вы готовы потратить на этап с выкладкой. Я выкладывать материал терпеть ненавижу. Мне главное его как-нибудь на ногти накидать. Я люблю пилить. Поэтому я не уделяю внимания выкладке, а уделяю внимание опилу. Если вы не любите пилить, значит вам придется останавливаться на этапе выкладки. Выкладывайте точно, и ничего вам пилить не нужно будет. Итак, черновой опил производим при помощи фрезера. Собираем тот материал, который сразу же видно, что он будет лишним. Потом при помощи пилочки только доведем все буквально до идеала.
То есть после всех наших манипуляций нам на опил пилочкой остается буквально пару взмахов. То есть нам нужно будет оформить торец нашего ногтя для того, чтобы он окончательно собрался в форму, и собрать материал с этого торца таким образом, чтобы он окончательно лег в нашу арку. Как обычно, не забываем избавляться от натуральных ногтей снизу, потому что никакой смысловой нагрузки натуральный ноготь у нас под низом не несет. Он нам только бьет по глазам и мешает работать тем, что может отслаиваться со стороны торца. Обычно я это делаю в один или в два этапа. Здесь я сделала сначала толстой фрезой, потом взяла более тоненькую и допилила. Это, к сожалению, в ролик не попало. Обычно же я могу просто тонкой фрезой сразу же в один этап выпиливать арочку. Далее бафиком прорабатываем поверхность наших ноготков, и вот на этом этапе понимаем, какого черта я отрезала кутикулу перед этим, потому что, конечно же, размахрила весь срез. Ну да ладно, все вы знаете, что маникюр это не самая сильная моя сторона, клиенты об этом тоже в курсе, ничего нового для них не происходит. Маникюр у меня как не оставался чистым, так он и не остается. Знаете, на самом деле регулярность это признак мастерства. Ну, шутки шутками, на самом деле, девочки, я изо всех сил борюсь с этим моментом, но не люблю я маникюр, вы все об этом знаете, но все равно когда-нибудь я его победю или он меня. Можно в комментариях в этом месте делать ставки, кто кого, да, кто за кого, там ставим, может быть, кто-то еще на этом большой куш поднимет, кто победит, я или маникюр. Мы же тем временем переходим непосредственно к дизайну наших ногтей. Итак, как я и говорила, с начальством нам нужно поработать, начальство нам нужно приучить. Поэтому все ноготочки мы покрыли довольно-таки светлым розовым оттенком, для того, чтобы начальство наше не бесилось и не кричало, что ногти яркие. То есть ногти на самом деле светлые. Все видят, да? Ногти светлые. Далее на тех пальчиках, на которых мы планируем делать дизайн, мы делаем прорисовку черной красочкой. Обратите внимание, линии здесь делаем не тоненькие, слишком тонкие линии нам здесь не нужны. Ноготь у нас ничем не покрыт, он у нас под бафиком. И эти линии мы будем делать в технике литья пигментами. То есть мы рисуем все эти прорисовки красочкой без остаточной липкости. Просушивать в лампе ее будем буквально таки 10 секунд. И потом на нее будем натирать зеркальную втирку. Зеркальная втирка, он же зеркальный пигмент, ляжет только на наши линии. И линии будут такое впечатление, как будто они металлизированные, из чистого золота сделанные. Таким образом у нас появится первый уровень маринованных блесток. Кстати, если кто-то долго искал зашибезную зеркальную втирку, она появилась у нас в магазине It. Стоимость этой втирки, кстати, не такая уж большая. Ссылочку обязательно оставлю в комментариях. В порыве творческой мысли мы один пальчик сделали полностью под дизайн, на втором пальчике сделали частичный дизайн, поэтому оставшуюся часть частичного дизайна нам, конечно же, нужно покрыть цветом. Берем тот же цвет, которым мы покрывали ноготочки, и точно так же в два слоя прокрываем ноготок под дизайн. На этом уровне у нас все готово, поэтому перекрываем финишным покрытием. Далее на поверхности просушенного финиша гель-лаками разных оттенков в розовой гамме начинаем закрашивать наши кружочки.
Что есть, я взяла себе на палитру розовый, сиреневый, розово-сиреневый, черный, белый, смешала это все между собой, получила кучу оттенков в одной цветовой палитре, и именно этими цветами заполняю полностью поверхность своего ногтя. Обратите внимание, заполняю все без этапа просушки, потому что здесь будет второй уровень блеска для Марины. Мне нужно так, чтобы гель-лак у меня был мокрый. Кто угадает, что мы будем дальше в мокрый гель-лак делать? Конечно же, в мокрый гель-лак мы будем насыпать акриловую пудру с блесточками. У нас создастся эффект бархатной поверхности. Блесточки замечательно прикрепятся в поверхность мокрого гель-лака вместе с акрилом. И получится вот такой вот потрясающий, объемный, красивый дизайн. На самом деле это безумно простая техника выполнения дизайна. Дизайн простой, быстрый, для тех мастеров, которые не умеют, не любят рисовать, но хотят делать дизайн. Всегда в любой непонятной ситуации такой дизайн вас спасет. Я же надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, вам было полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Не забудьте подписаться на канал. Всем до новых встреч. Пока!